Я очень прошу, послушайте до конца эту историю. Сделайте перепост, поставьте лайк, для того, чтобы как можно к большему количеству людей пришло осознание. Не будьте соучастниками убийства и издевательства над животными. Я очень хочу, чтобы эту историю послушали люди, которые водят детей в цирки, передвижные зоопарки и в дельфинарии. На курортах фотографируются с экзотическими животными, и вы ведь даже не догадываетесь, как живут эти животные, как с ними обращаются и куда они деваются после того, как становятся ненужными. Некий молодой человек попросил Карена Вычагановича спасти умирающего львенка. По словам парня, львенок, возможно, стал жертвой фотографов-живодеров. Львенок в ужасном состоянии, а у парня нет денег, чтобы вылечить его. Единственное, что он сделал, это проглистогонил малыша. В стране тогда была пандемия коронавируса, но Карен принял решение лететь. На подготовку к поездке ушло несколько дней. Карен вылетел в Дагестан, всех подняли на уши. Местные власти были в курсе прилета Карена. Когда Карен зашел в Старайку, он потерял дар речи, хотя за всю свою профессиональную практику видел немало. Он увидел на грязном полу среди костей и перьев, как в темноте лежал маленький скрюченный львенок. На тот момент ему было 9 месяцев, а на вид он выглядел как 5-месячный. Карен вынес малыша на улицу. Все были в ужасе. На это невозможно было смотреть. Задняя часть была вся мокрая, все лапы были в жутких ранах, в пролежнях. Львенок не мог стоять, у него подкашивались ноги. Он лапами пытался закрывать голову. Вся женская половина рыдала навзрыд, и даже у мужчин катились слезы. Карен на месте осмотрел малыша. Он понял, что есть шансы спасти львенка. Он сделал малышу обезболивающий укол с витамином, обработал раны. Львенка сразу поместили в переноску и повезли в гостиницу, так как самолет обратно был только на следующий день. Малыша искупали прямо в гостинице. Запах от него исходил ужасный. Все раны были забиты опарышами. Малыш испугался, он кричал и периодически огрызался на Карена. Сотрудники гостиницы нашли для него полотенца, принесли мясо и воды, за что им огромное спасибо. Не каждая гостиница пустит к себе льва. Львенка привели в божеский вид и накормили, поставили все необходимые уколы. Пришло время лететь в Москву. Вокруг собиралась толпа народа, все плакали, глядя на этого несчастного малыша. И в воздухе стоял один вопрос: кем нужно быть, чтобы вот так издеваться над беззащитным животным? Имя ребенку Юлия Агаева дала сразу, как только увидела. Его зовут Симба. В Челябинск Карен, Юлия и Симба прилетели ранним утром 26 марта 2020 года. В приюте для Симбы уже была готова отдельная комната, где он должен был пройти обязательный карантин, обследование и лечение. Малышу сделали УЗИ внутренних органов, так как у львенка был огромный живот, а это может говорить о непроходимости кишечника. УЗИ подтвердило предварительный диагноз, но сразу оперировать малыша было нельзя. Карен решил подождать пару дней, чтобы Симба немного привык и успокоился. 29 марта Симбу повезли в клинику на операцию. Это был большой риск. Малыш был ослаблен, плохо развит, мог не перенести наркоза, но и оставлять так тоже было нельзя. Кишка могла лопнуть и началось бы заражение крови. Время шло на минуты, и операция началась. Она прошла успешно. Из кишечника малыша Карен извлек 2 килограмма каловых камней, которые образовались из-за неправильного кормления и того, что Симба не мог ходить. После операции Симбу увезли в приют. Далее предстояла задача решить проблему с задними лапами. Сделал Симбе рентген, на котором выявили 6 переломов
на задних конечностях. Какие-то из них были старыми, а какие-то свежими, 2-3-месячной давности. Рентген был сделан по окончанию карантина у Симбы по инфекционным заболеваниям, и сразу были поставлены все необходимые прививки. На протяжении нескольких месяцев Карен лечил малыша, ставил ему болезненные уколы, во время которых все сотрудники приюта старались отвлечь Симбу от Карена, чтобы он мог подойти к ребенку сзади и поставить укол. Симбу отвлекали мясом, песнями, игрушками, только бы ребенок дал возможность ему помочь. В эти минуты маленький, весь израненный малыш превращался в настоящего хищника, рычал, как взрослый лев, а после переворачивался на спинку и закрывал передними лапками голову. Никто из нас не знает, что с ним там делали, что ребенок постоянно пытался защитить себя, закрываясь лапками. На протяжении всех этих месяцев на Симбочку смотреть было очень больно. Слезы сами текли из глаз, и вставала картина из Дагестана, как он лежит на земле, мокрый, грязный, весь в пролежнях, не имеющий возможности даже убежать. Время шло. Малыш креп, поправлялся, раны на лапках затягивались, и наступил тот день, когда Симбуля впервые начал подниматься и пытаться стоять. И снова слезы, но уже слезы радости, что лечение идет на пользу, и есть шанс, что Симба будет ходить. Ждать пришлось недолго. Наш малыш почувствовал облегчение, стал стараться вставать, двигаться. Ему хотелось играть, хотелось оказаться за дверями своей комнаты, и чудо свершилось. На Пасху наш маленький лев впервые вышел. Так Симба начал выходить на прогулки, но как только на улице потеплело, его перевели жить в вольер на улице, чему Симба был очень рад. Там происходило столько всего интересного, что ребенку даже поспать было некогда. Это только одна история, а представьте, сколько животных вот так страдает в этих зоопарках, передвижных цирках. Люди веселятся, забавляются и даже не могут подумать, насколько несчастлив малыш, насколько с ним могут плохо обращаться. А когда он станет ненужным, выкинут его, как списанный материал, а возможно и убьют. Люди, вы становитесь пособниками живодеров, когда ходите на такие мероприятия. Эти животные просто источник дохода. Они не нужны по-настоящему, их не любят, о них не заботятся. И история Симбы тому пример. Симбе очень повезло, он вытянул счастливый билет. Бедный малыш. Больно думать о том, как все эти годы он страдал. Животными можно любоваться и по телевизору, глядя, как они живут в природе, живут своей жизнью, данной Богом, а не человеком.